Всем привет, друзья! С вами снова я, Макс, и это канал Шестеренка, и мы снова возвращаемся к обзорам стабилизаторов. На этот раз это FEIU Tech Score Psi. Новинка от компании FEIA. Приступим к нашему обзору! Для вашего удобства я, как всегда, разделил видео на тайм-коды, так что если у вас нет времени смотреть полностью обзор данного стаба, вы хотите узнать просто мой личный отзыв, обязательно перематывайте, смотрите те моменты, которые вам будут интересны. Ну а если вы остаетесь на моем канале и будете смотреть полностью, приготовьте себе чашечку кофе, потому что в двух словах о стабилизаторе и его функциях рассказать, как вы понимаете, невозможно. Это будет полноценный обзор, начиная от кнопок, заканчивая приложением и, естественно, тестами на улице. Друзья, перед вами сейчас все его спецификации, так что если вам что-то нужно, вы можете посмотреть здесь, либо по ссылке внизу на официальном сайте. Я буду стараться рассказать вам все по пунктам, и начнем мы, наверное, с комплектации, с внешнего вида, в общем, как всегда, по старой схеме. Итак, друзья, что идет в комплекте? Мне пришел вот такой вот бокс. По цене на Алиэкспрессе на день съемки он стоил в районе 18-22 тысячи, где-то так. На мой взгляд, он стоит своих денег однозначно, это я вам на 100% говорю. Сделан он реально качественно. То есть, знаете, когда вы берете его, ничего не скрипит, ничего не отваливается, ничего не болтается. Нет каких-то вот ощущений, что это дешевая штука, да. Если даже взять тот же Ronin от DJI, причем это Ronin SC, он чуть-чуть потяжелее и, как вы видите, да, ну, прилично побольше. Ну, мне кажется, что он выглядит больше, но по тяжести он совсем чуть-чуть отличается от данного. Этот весит 1200 грамм, этот чуть-чуть побольше, точно сейчас не могу сказать. Держать вот так вот, что тот достаточно тяжело, то есть, как вы знаете, да, рука отсохнет достаточно быстро. Но когда вы берете за эту ручку, у меня просто это первый стаб вот с такой вот ручкой. Вы знаете, что у меня огромное количество уже было стабилизаторов, но почему-то вот с такой ручкой у меня именно первый. Могу сказать, что гораздо-гораздо легче им пользоваться. Я понимаю, что на Ronin можно купить дополнительную ручку, но, во-первых, это дополнительные бабки, и, во-вторых, это дополнительный вес ко всему, что у вас есть. Также здесь очень удобно сделали. У вас идет основной штатив, так сказать, тренога, плюс, если вдруг вы им не будете пользоваться, а будете бегать, ну, естественно, лишние даже, я не знаю, там, 100 грамм, 50 грамм убрать, это уже приятно. Чтобы отдохнуть, у вас есть еще две ножки. То есть они открываются таким образом, и он ставится вот так. Та-дам! Очень компактно, очень удобно. И самое, что интересное, да, что вот эти две ножки, они ничуть не мешают. То есть вы можете ходить с ними, держать за эту ручку, они вообще вам не мешают. И в то же время взять, допустим, вам нужно отдохнуть, у вас устала рука, поставили, и как бы рука отдыхает. Сейчас установлена камера Sony A7C. Также я пробовал на FX3, один в один работают, что на том, проблем нету. Как вы видите, сейчас достаточно здоровое стекло. Общий вес где-то, наверное, ну я думаю, килограмм полтора, может чуть-чуть поменьше, не знаю, вру, не вру. Камера, по-моему, 500 с чем-то, и объектив там 600 с чем-то, в общем, килограмм с копейками. Справляется отлично. Что же идет в комплекте? Идет две плашки. Почему две, сейчас вам покажу. Итак, естественно, ее можно просто присобачить сюда. Если у вас камера достаточно маленькая, объектив маленький, то настраивать вам не придется, и вам должно хватить ее. Если вам нужно поставить большой объектив, соответственно, вот эта штука у вас может упираться. Видите? У меня в чем проблема? Вот здесь вот упирается, и я не смогу никак ее прикрутить сильно, иначе я все это дело переломаю. Видите? Но смогу вот так регулировать. Итак, что делается в этом случае? Эту, естественно, устанавливаем стандартным путем на камеру. Здесь у нас идет еще две дырки, то есть слева-справа. Для чего это нужно? Как раз вот для этой штуки. Единственное, что помните, вот этой дыркой к объективу, чтобы вот это вот лишний раз в стороны не ездило. Ну, то есть, понимаете, чтобы она не болталась. Здесь идут две, и у нас получается здесь как раз то, что нам нужно. Пространство, для чего оно нужно, естественно, чтобы установить вот эту штуку. Вот такой вот вариант у нас получается. И теперь мы можем регулировать, как вам удобно. Как раз в данный момент у меня установлено именно две. Видите, очень удобно, у меня все крутится, ничего не задевает.
Ну, как бы это огромный плюс. Дальше. Идет кабель для зарядки. Идет огромное количество проводочков. Просто огромное. Раз, два, три, четыре, 5 проводов для того, чтобы подключить камеру. Сразу скажу, что список камер, которые она поддерживает и какие функции она поддерживает, есть на официальном сайте. Сейчас вы увидите перед собой. Я обязательно оставлю ссылку, то есть вы зайдете, посмотрите. Что я хотел сказать, что там написано камера, какие функции она поддерживает, и в самом конце есть такой маленький кусочек, как включить данные функции. То есть, допустим, да, вы знаете, вот на Sony A7C очень кривое меню, да, и там написано, куда надо зайти, что надо нажать, чтобы у вас было полноценное управление через Type-C, например, вот, который здесь есть. Так что очень удобно, за это им огромный плюс. И вообще в этом стабе сделано все очень и очень удобно, начиная от самого колесика, которое здесь находится, и всеми кнопками. Сначала тебе кажется, что их действительно очень много, но с другой стороны ты понимаешь, что количество этих кнопок, так сказать, сокращает твое обращение к телефону. То есть ты не подключаешься, не заходишь в приложение, ничего не настраиваешь, а просто тупо кнопками все переключаешь. Здесь появился режим, я не знаю, Инстаграма, так сказать, да, то есть вы можете снимать теперь вот таким вот образом. 2 раза нажали на клавишу, все, она перешло, 2 раза нажали на клавишу, у вас режим Инстаграма, вы можете снимать вертикальные видосы. Не знаю, кому-то это может понадобиться, кому-то нет. Есть отдельно кнопка FPV. Давайте пройдемся конкретно по кнопкам, которые находятся сверху. Поехали. Вот эта кнопка означает, смотрите, сейчас у меня идет вверх-вниз. Нажимаю один раз, хоп, идет в стороны. Нажимаю еще раз и идет наклон. Влево, вправо, влево, вправо. Нажимаю еще раз и, естественно, идет вверх-вниз. Еще раз в стороны. В общем, она переключает возможность вот этого колеса. Если ее подержать, то есть мы нажимаем, держим. Сейчас, по идее, должен переключиться на Follow Focus, если он у вас подключен. То есть, если здесь стоит Follow Focus, то начинает работать он. Еще раз нажали, подержали до сигнала, переключается на электрический, вот, который находится в камере. Если у вас, опять же таки, работает, у меня ничего не работает, поэтому он никуда не переключается, то есть на камеру, ни на Follow Focus он не переключается. Именно вот в моей Соньке. Если у вас есть такая возможность, по Panasonic у меня, например, на Ronin не работало, здесь, наверное, тоже работает, не знаю, у меня сейчас нет Panasonic, но, по крайней мере, вот так. Так что вот эта функция очень удобная и находится прямо рядом с колесиком. Дальше, естественно, функция FPV, которая включает автоматически FPV, и все. То есть одной кнопкой включаете, не надо ничего там тыкать. Вот эта кнопка означает у нас вертикальный режим. Смотрите, если один раз нажать, ничего не произойдет. Нажимаем 2 раза, и она приходит в вертикальный режим. То есть можно снимать для соцсетей, я не знаю, ТикТока, еще чего-то. 2 раза нажали, она возвращается обратно. Один раз случайно ничего не получится. То же самое у нас с другой стороны. Один раз нажали, ничего. Если мы нажмем и подержим, она регулирует мощность моторов. То есть нажали, подержали, она запищала, и сейчас будет дрожать ручка. Видите, очень сильно дрожит ручка, не знаю, видно это, не видно. Сейчас ручка отдрожала, она сделает звуковой сигнал, что типа все настроено. То есть, когда вы первый раз все это сделали, поставили камеру, либо сменили объектив, еще что-то, обязательно на нее нажимаем, держим и все. Так, если случайно нажимать, ничего не будет. Кнопка включения имеет 3 режима. То есть, естественно, если подержать, она включает стабилизатор. Все, он включился. Если мы нажимаем 2 раза, он входит в режим сна. То есть, видите, он не отключился, но в режиме сна. Нажимаем 1 раз, он выходит из режима сна. Все, больше на ней ничего не висит. Переходим к моим любимым клавишам. Это А и Б. Офигительная штука, особенно если вы снимаете какие-то пейзажи, еще что-то. В общем, она всегда вам потребуется в любых условиях. Допустим, смотрите, мне нужно сначала снять кресло. Я поворачиваю камеру, направляю ее на кресло, как мне нужно. Можно повернуть ее вручную, можно повернуть, естественно, с помощью джойстика, в общем, как вам удобно. Вот, допустим, вы нашли нужную точку. Ставим ее А. Нажимаем А, держим. Она пипикнула, все. Дальше мне нужно заснять, допустим, свет, который находится с этой стороны. Нажимаем Б, ждем. Все.
Нажимаем 2 раза, выпрямляем. Допустим, она у вас стоит на одном месте, и вдруг вам нужно вот это вот все снять. Смотрите, единственный минус всех этих клавиш то, что настроить скорость поворота можно только с помощью приложения, но это не проблема. Я думаю, что если вы снимаете что-то конкретное и вам все время эта функция нужна, вы уже сделаете определенную нужную вам скорость. Нажимаем А, хоп, она с этого места медленно поворачивается на А. Сейчас она стоит медленно, можно сделать побыстрее. Допустим, я сейчас открою приложение. Вот здесь вот есть настройка клавиш А и Б. Сейчас у меня стоит на 15 секунд. Ставлю ее, допустим, там на 4, на 5 секунд. Выключаю. Включаю Б. Хоп. Видите, она уже быстро едет. Без проблем. Нажимаю опять А. Переходит в то же самое положение. Допустим, вам что-то надо снять несколько раз, определенно, чтобы она поворачивалась именно так, как вам нужно. То есть вы можете сделать, например, точку А так, а точку Б, допустим, сделать вот так и вот наклонить ее, я не знаю. Вверх, допустим, как-то вот таким вот образом. Ставите ее на Б, зажимаете, А остается прежней, то есть нажимаю А, она у меня идет туда. Раз. И нажимаю B, соответственно, она идет обратно. Не знаю, по-моему, офигительная функция, работает очень классно, очень четко. Эти 3 клавиши очень тоже удобно сделано, то есть смотрите, каким образом они двигаются. Если вы нажимаете на центральную клавишу, один раз нажимаем, камера поднялась. Все, она находится в режиме поворота. Дальше нажимаем кнопку вправо. Один раз нажали, она начала крутиться. Она не будет останавливаться. Если нажали еще один раз, она меняет скорость. То есть здесь есть 3 скорости. Слабая, средняя и быстрая. Нажали еще раз, она еще быстрее крутится. Нажали еще раз, она переходит к самой медленной. Дальше, смотрите, она делает оборот. Если вы нажимаете вот эту клавишу, да, она делает один оборот и остановится в том же моменте, как она начала. То есть, смотрите, я нажимаю направо и нажимаю остановить. Она сейчас прокрутится и, по идее, на том же самом моменте должна остановиться. Хоп, видите, остановилась. То же самое влево. Нажимаю остановиться, сейчас она прокрутится и остановится, покрутившись налево. Хоп. Дальше нажимаю опять на А, и мы возвращаемся в стандартный режим. Что у нас здесь? Естественно, режим Bluetooth. Все это дело видно. Батарейка, все статусы. Дальше кнопка записи. Каким образом у нас действует кнопка записи? Смотрите, если мы нажимаем наполовину, например, на камере Sony, это работает. Нажимаю слегка кнопку, хоп. Появляются квадратики, видите? Он настраивает, кнопка работает. Полунажатие работает. Если мы нажимаем дальше, она начинает снимать видео. Если мы нажимаем дальше и держим, она начинает снимать фото, то есть делает фотографию. Естественно, джойстик у нас управляется таким образом. И кнопка М — это управление режимами. То есть, да, вы видите, режим мигает, режим 1, режим 2, режим 3, режим 4, режим 5. Если мы на нее нажмем 5 раз, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Пипикнула, это она регулирует горизонт. То есть она автоматически настроит горизонт, если вдруг у вас падает горизонт. Если это не сработает, то, естественно, переходите в программу и делаете все это дело в программе вручную. По курку у нас все вообще элементарно. Один раз нажали, он выполняет одно из вот этих вот действий. То, что мы можем настроить в приложении. Мы это все разберем дальше. 2 раза, допустим, вот она у вас смотрит криво. 2 раза нажимаем, она выравнивает, то есть стабилизирует полностью камеру, центрует ее. Это на всех стабилизаторах. 3 раза это режим селфи. 1, 2, 3. Хоп, камера повернулась на меня. 1, 2, 3. Камера повернулась обратно. Все, элементарно. Очень удобно, лежит на руке, очень классно. Видите? Прям точно под палец, по крайней мере, у меня прям идеально подходит. Когда я его получил, я заметил резьбу сверху. То есть у нас идет резьба снизу для того, чтобы установить его либо на треногу, либо вот на маленькую треногу, которая идет. И такой же стандартный идет сверху. Блин, я думал, для чего? Может быть, как-то эта тренога откручивается, вкручивается туда и что-то дополнительное. Но вы видите, да, здесь она прокручивается и все время будет задевать.
Оказывается, есть очень интересная штука, которую я прям всем советую купить. И они, конечно, зря ее не положили, потому что, ну, явно она не стоит, так сказать, очень дорого. Ну, для них, по крайней мере, да. И она будет очень полезна для нас всех. То есть можно прикрутить нормальный монитор, можно прикрутить нормальный свет, ничего не будет цепляться. И мне кажется, достаточно удобная вещь. Так что обратите внимание, я тоже показал вам ее, потому что на официальном сайте, опять же таки, никакой информации про существование такой хреновины, которая цепляется сюда, нет. Давайте пройдемся по управлению через телефон. Вообще все элементарно. Поехали. Смотрите, у нас есть две программы. Если вы просто напишите «Фея» в Google Маркете, то, скорее всего, он вам найдет вот эта «Фея Он». Она, кстати, тоже работает, да? Очень прикольная штука. Смотрите, она автоматически находит данный стабилизатор. Видите, написано Scorp-C. Все подсоединяется, и стабилизатор, как вы видите, работает. Но это прям элементарный вариант, то есть здесь ничего нету. Так, наклоны вправо-влево и, естественно, повороты. В общем, все вот это работает. По настройкам здесь тоже очень все просто, элементарно. В общем, нечего настраивать. Я выхожу, закрываю эту программу. Смотрите почему. Потому что для данного стаба вам нужно скачать Фею Scorp. Вот как выглядит эта программа. То же самое, нажимаем «Пропустить рекламу», он автоматически его находит моментально и автоматически подключается вообще без всяких проблем. Нужно только разрешить доступ к Bluetooth. Дальше. Что у нас тут есть? У нас идет сверху мощность устройства, батарея, все дела, можно его выключить. Нажимаем на это устройство и попадаем в меню управления. То есть это кнопка «Центр», это в режим спортивный, это режим горизонтальный, это режим селфи. Опять сбрасываем, и все возвращается обратно. Тут у нас идет наклоны. Тут у нас, единственное, идет управление. Здесь мы выбираем, по каким осям она управляется. Делаем фото, либо камеру, то есть вы можете менять фото-камера. И внизу, в правом нижнем углу, видите, у нас две ручки. Соответственно, я кручу телефон, и камера отслеживает движение. Мне кажется, в данном стабилизаторе эта функция не совсем корректно пока работает, но проблем я не заметил. То есть она работает, допустим, в тот же DJI она работает получше. Хотя мне тоже не нравится, как она работает. В общем, она работает и она есть. Дальше у нас есть настройки баланса. Тут мы сможем настроить скорость. Причем, видите, скорость джойстика. Можно выбрать обратный курс, обратный тангаж. В общем, здесь элементарно, все просто. Выходим отсюда, здесь больше ничего нет. Дальше у нас функциональный геймплей. Это у нас автоматический поворот. Здесь мы можем выбрать скорость вращения, в какую сторону. Видите, здесь можно все регулировать. Можно делать медленно, можно, чтобы она вращалась быстро. Все очень легко и, ну, просто по часовой, против часовой стрелки. Один раз, бесконечно. В общем, выбирайте то, что вам нужно. Дальше у нас идет панорамные снимки. Он фотографирует 9 клеток, он фотографирует 180 кадров. И, естественно, пользовательский вариант вы можете сделать все самостоятельно. Без всяких проблем, все удобно, все работает. Покадровая съемка, мобильная задержка, статическая задержка и задержку следов. В общем, здесь тоже достаточно элементарно. Все это дело выбирается, все устанавливается, все работает. Дальше. Видеозапись следов. Что это дает? Это улучшает наши клавиши А и Б, которые автоматически настраиваются, не используя приложение. Допустим, мы делаем налево, нажимаем плюс, мы делаем вниз, нажимаем плюс, мы делаем вправо, нажимаем плюс, мы делаем вверх, нажимаем плюс, мы делаем вниз, нажимая плюс. Вот у нас 5 движений. Соответственно, начать съемку и поехали. И вот он делает, сейчас он вернется в начале и будет выполнять все наши, вот видите, пошел процент, соответственно, будет все выполнять. Ну и, естественно, вы можете установить скорость всего этого действия. Возвращаемся. С этой функцией тоже проблем у нас никаких нету. Дальше. Настройка. Настройка клавиш, естественно, то, что я вам говорил, клавиша спуска. Все это настраивается здесь, можно выбрать разные режимы. Когда вы зажимаете клавишу триггера, он у вас срабатывает. Дальше клавиша А и Б.
время автоматической фокусировки и время изменения жеста. То есть, ну, скорость того, насколько он переместится, как быстро он переместится из точки в точку. Это можно настроить только с помощью приложения. К сожалению, на данном стабе он без экранчика, здесь настроить ничего нельзя. Дальше. У нас то же самое настройка колесика. Что она дает и что она делает и с какой скоростью. Элементарно. Follow Focus настройка, настройка электронной фокусировки. В данном случае у меня на камере нет такого, как я и говорил. И Follow Focus у меня в принципе не давалось. Дальше. Тангаж, крен и ось курсора. То же самое, устанавливаем нужную вам скорость. И, естественно, здесь это все можно переключать. И можно поставить сразу скорость, которая будет уже срабатывать, когда вы будете переключать кнопкой рядом с колесиком. Дальше. Сила двигателя. Смотрите, то, что я говорил, можно сделать самоадаптацию, можно настроить вручную. Если вдруг самоадаптация не помогает каким-то образом, он начинает у вас трястись, обязательно залазите и настраивайте это дело вручную. Дальше, скорость следования. Медленный, средний, стоит по умолчанию средний, медленный, средний, быстрый, либо пользовательский вариант, можете выбрать сами. Диапазон мертвой зоны, до какого момента она будет докручиваться, ну и, естественно, скорость следования. Диапазон мертвой зоны нужен для чего? Для того, чтобы, например, если у вас установлен, я не знаю, микрофон или еще что-то на самой камере, чтобы она просто не ударилась об какую-то ось. Дальше у нас идет горизонтальная настройка, автоматическая калибровка, можно калибровать вручную, но поверьте мне, вручную калибровать сложнее, потому что это двигается не моментально, а прям вы практически не заметите. Если вы случайно вот так махнете, у вас он все время будет ее заваливать. Так что имейте в виду, поставить на 0 зараза тоже очень сложно. Здесь можно поставить диапазон регулировки 0,1, 1, допустим, да, ну, с одним проще. Дальше, более настроек. Звуковые эффекты, то есть очень удобно, то, что он вас пикает, то, что он вам говорит, настраивается. Селфи запрещены, можно отключить поворот селфи, блокировка оси, соответственно, можно тоже отключить, если вам наклоны никогда не нужны, можно это все дело выключить. Дальше информация о вашей прошивке, обновление прошивки, сейчас ее нету, соответственно, она у меня не обновится. И кнопка восстановления штативной головки до заводских настроек. В общем, полный сброс вашего стаба. Так, смотрите, я подключил камеру. Здесь модель камеры менять не надо. Если вы все правильно подключили, она у вас сразу появится. То есть, видите, я захожу в настройки камеры. Здесь я могу затвор, диафрагма и ISO. К сожалению, работает это, ну, как-то, мягко говоря, глючновато, видите? Не знаю, чему это, от чего это зависит, но у меня, по крайней мере, все это дело глючит. Честно говоря, это не особо и нужно, но почему-то у меня половина не настраивается. В общем, проще зайти в камеру и все это дело настроить. Мне это не понравилось, я это считаю минусом, но, скорее всего, данный минус будет устранен с помощью обновления прошивки процентов на 99. Потому что, ну, вот это, дамы и господа, это полный пипец. Ну, вы видите, да, что творится, ничего не меняется. Хотя на камере он меняется. Если посмотреть на сам экранчик, я сейчас вижу, что что-то меняется. Но, в общем, как-то это все дело тормозит, что ли. Вот видите, сейчас нормально перескакивает, ничего не глючит. В общем, работает, но стоит это все дело допилить. Но это лично мое мнение. Так, все, здесь идет навык. Здесь можно посмотреть всякие уроки, как снимать, как что делать. Дальше у нас идет как распаковать, как ее отбалансировать, как, в общем, все, как что сделать. Если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, залезаем сюда. Видео, причем самое, что интересное, все видео очень понятные, каких-то проблем у вас не возникнет. Здесь все девушка показывает, все без проблем. То есть это очень удобно и показывает, как что подключить, как что сделать. Так что имейте в виду, это прям как у DJI, даже если неудобнее. Дальше здесь идет какие-то еще видео, можете что-то добавлять, что-то делать, какие-то поддержки, кому-то писать. В общем, ерунда. На этом по управлению все. По батарейке. Здесь стоит батарея 2500 мАч, что гарантирует работу без движения. То есть вот она у меня сейчас включена, 13 часов. Естественно, это полная фигня. То есть, ну да, он вот так вот у вас простоит 13 часов, но в реале это будет меньше. Я вчера весь день бегал с ним, у меня осталось 2 деления. То есть, ну, я снимал, наверное, часа,
3 точно без перерыва, то есть он у меня постоянно работал, я, естественно, отдыхал, но он у меня был включен, мне было интересно, продержится батарея или нет, продержалась отлично, так что я думаю, в этом плане проблем у вас не будет. Также здесь есть поддержка Fast Charge, то есть быстрой зарядки. Если вы используете достаточно мощный блок питания, то за 5 минут зарядки вы можете возобновить его жизнь на 30 минут. То есть 5 минут зарядили, 30 минут он проработал. Тоже прикольная штука, да, естественно, если вы будете его подпитывать от пауэрбанка, вот здесь вот очень удобно находится, могу сказать, да, он работает от пауэрбанка, да, он заряжается, и да, он работает в этот момент. Естественно, все зависит от мощности вашего пауэрбанка, если он будет маломощный, то вряд ли он будет успевать заряжаться, но, по крайней мере, если вы его выключите, вот мы его вырубили, поставили на заднюю ножку, там решили отдохнуть, хлоп, вставили, зарядили. Все возможно, все работает отлично. По входам на самом стабилизаторе. Здесь есть два Type-C спереди для моторов Follow Focus. То есть, естественно, как обычно, да, вы можете поставить на фокус и, допустим, если у вас зум-объектив, на зум 2 и управлять все это вот здесь через колесико. Сзади у нас находится два Type-C. Один для подключения вашей камеры, соответственно, вот этими всеми проводочками, которые здесь, они все идут Type-C, ну, естественно, на вашу камеру. Дальше находится порт Type-C для... Там нарисовано такие два квадратика, стрелочка туда-сюда для передачи, я так понимаю, информации с вашей камеры на компьютер, не снимая камеру. Во-первых, это маразм, потому что вы можете открыть, вставить сразу в камеру, если вам уж так приспичит. Но здесь у меня не сработало. То есть компьютер находит что-то, но залазить в камеру не дает. Не знаю, по крайней мере, на моих двух Соньках это фишка не сработала. Дальше, что касается двух камер Sony, на FX3 и на 7C не работает зум никакой. То есть даже тот, который встроен в наши камеры, да, вы знаете, все переключается, и он типа делает, зумирует. Нифига не работает. Дальше, не работает фокус. Именно в камере, то есть, чтобы управлять этим, тоже не работает. К сожалению, но это и написано в инструкции. То есть, ну, если вы будете читать вот этот список камер, там все это дело написано. По крайней мере, все честно. Возможно, в дальнейшем что-то и заработает. Я помню старые феи. У меня на GH5 все работало. То есть, я мог фокусировать, не используя, грубо говоря, Follow Focus, который одевается отдельной приблудой, которая на самом деле лично я не пользуюсь. Ну что, давайте перейдем, наверное, к тестам на улице. Могу сказать, что все работает как и на всех стабилизаторах. Каких-то плюсов и минусов таких прям вот реальных я не нашел. Вы прекрасно понимаете, сейчас нет, наверное, таких стабилизаторов, которые сейчас стабилизируют хреново, тем более за такую цену. Я могу сказать абсолютно спокойно, что он стабилизирует ничуть не хуже, чем тот же, там, я не знаю, Ronin SC, который реально дороже, даже на данный момент он дороже, хотя он уже древний. В тот момент он был бы в 2 раза дороже. Каких-то неудобств я тоже не заметил. Все сработало нормально, были косяки, были тряски. Это, к сожалению, бывает на всех. То есть практически все стабилизаторы, которые я тестировал, да, возможно, что-то я не настроил. Хотя вы видите, сейчас он настроен абсолютно, ну, абсолютно нормально. То есть, вот видите, сейчас заваливается. Перед этим не заваливался. Дальше, могу сказать еще, возможно, такая штука, что, смотрите, если ты его настраиваешь вот в таком положении, то есть, когда он стоит неровно, и когда ты его настраиваешь именно на этой треноге, то есть он стоит вот так. У меня иногда, вот я его ставил, да, вот так вот ставил, просто отдохнуть. И у меня, не знаю, давайте сейчас включим. Вот, он сейчас по чувству, хотя нет, вот сейчас нет. Он начинал вибрировать. То есть я его поднимал вот таким образом. Все, вибрация вся пропадала, работал идеально. То есть он работал в таком положении, грубо говоря, и вот в этом. Так. И вот в этом, грубо говоря, положении без всяких проблем. Причем даже крутка работает. Вот здесь у меня, да. Экран задевает, кстати, имейте в виду, с открытым экраном эта фишка не проходит. Вот, видите, иногда бывает. То есть какие-то такие косяки есть, но, во-первых, они зависят от того, насколько хорошо вы его отрегулируете. У меня просто 2 камеры, я туда-сюда регулировал, с разными объективами пробовал. С маленьким, конечно, этого практически не бывает. Вот с такой длинной бандурой это появляется чаще. Но вы знаете, у меня на Ронине было то же самое. То есть в начале, когда ты только начинаешь пользоваться, это бывает, потом ты привыкаешь, и ты знаешь уже все его примочки. Поэтому я не знаю, считать это минусом или нет. И мне
кажется, что за 20 тысяч именно вот такой форм-фактор, скорее всего, наверное, будут покупать для более компактных камер. Вот, например, для таких как A7C. Хотя здесь написано, что он полностью сделан под A7S3, там, я не знаю, FX3, еще что-то. Он справляется без проблем, все работает, все нормально. Так что, друзья, каких-то косяков таких я не нашел. Не знаю, если вдруг вы им уже пользовались, обязательно пишите внизу. Так, ну что, побежали? Здесь, наверное, нифига не видно. Но я бежал, честно. Так, смотрите, как классно работает зажатие курка. Я сейчас его настроил, смотрите, да, сейчас он поворачивается с камерой, да. Смотрите, нажимаю курок, раз, нажал и пошел. И могу вот так вокруг камеры ходить. А? Очень удобно. Но это, правда, на всех стабилизаторах ничего особо не меняется, но очень удобно. И пошел дальше снимать. Сейчас GoPro с одной стороны, с другой стороны идет со стаба. На камере стабилизация выключена вообще. Слушайте, но по видео очень даже неплохо. Мне кажется, нормально будет. Мне главное сейчас не навернуться, и вообще будет все зашибись. Так что выглядит все это вот так. Итак, нажимаю раз, два, три. Хоп. И пошел туда. Правда, не вижу сейчас ничего с экранчиком. Тут нету функции отслеживания объекта, но поверьте мне, в 90% случаях, я не знаю, вы, наверное, не будете пользоваться этой функцией, потому что я снимаю себя постоянно один. Эта функция вроде как должна мне помогать. То есть, да, я поставил телефон и хожу там себя снимаю, камера за мной крутится. Но это такой геморрой, друзья, вот честно вам скажу, да. Вот у меня она есть, у меня есть и Follow Focus, и вот эта вот подставка на телефон для DJI. Ставишь телефон, устанавливаешь программу. Во-первых, тебе надо полностью все это дело перевесить, перенастроить для этого телефона. Во-вторых, самая классная, на мой взгляд, функция отслеживания сейчас у DJI. Так что я думаю, что если она сделает функцию отслеживания, как, допустим, у Mozy или Zhiyun, да, то это вообще будет полная хрень, потому что, как вы знаете, да, во всех моих тестах я вам честно говорил, что она работает крайне хреново, поэтому я считаю, что ее отсутствие это скорее плюс, чем минус. Сразу вам говорю, вот эти вот лампочки, которые здесь горят, позавчера было солнце, их вообще не видно. То есть ты тыкаешь на кнопку М, ага, пробуешь, у тебя вот эта функция включена, ага, пошел снимать, потому что ты не видишь, что здесь обозначено. Вот это вот, да, тоже косяк, который я хотел вам сказать, ну, как косяк, не косяк. Так вот, я вижу все отлично, но на солнце этого нифига не видно, поэтому здесь есть звуковые функции, то есть, смотрите, видите? Их можно отключить, но это очень удобно, ты понимаешь, что ты нажал на кнопку, это классно. Если вы покупаете стабилизатор первый раз, то есть, да, вы постоянно снимаете, я не говорю, что вы там новичок или еще кто-то, неважно, вот вы не пользовались стабилизаторами, вы покупаете стабилизатор, например, Mozy. Если вы залазите в программное обеспечение, либо Mozy покупаете, где есть экранчик, вы просто охренеете от количества настроек. Возможно, вы разберетесь, да, вы сядете за инструкцию, посмотрите видео в интернете, вы все это дело разберетесь, но вы забудете это во время съемки, то есть залезть, все это дело поменять, это черт голову словит, реально, это геморрой. Здесь все сделано гораздо проще, так же, как и в DJI. У тебя есть, во-первых, видеоподсказки. На твоем телефоне ты можешь посмотреть, по крайней мере, по пунктам, понять точно, что это. В Mozy это, по-моему, реализовано, но все очень криво. Здесь все очень ровно. С программным обеспечением они справляются хорошо. Как вы знаете, да, если брать мобильные стабилизаторы для телефона, вечно геморрой обновляется. То есть я выпускаю ролик, кто-то его смотрит, потом мне набирает
пишет, говорит, Макс, у меня, блин, такой же телефон, как у тебя, этой функции нет. Они, сволочи, выпускают обновление, там может пропасть какая-то хорошая функция, либо появиться другая. В общем, вот с этим они вечно делают какую-то херню, тут все проще. Так же, как и в DJI. Да, они тоже косячат, и DJI косячит, и с мавиками косячит, в общем, вы знаете. Но этого меньше, чем в Zhiyun и в Mozo. Это я вам могу сказать точно. По пластику они очень похожи. То есть, если вы поддержите Ronin, вот этот, и вот эту, вы не скажете, что вот эта дешевая хрень какая-то, фу, не буду брать. То есть, такого, я думаю, вы не увидите. Плюс вот здесь вот триггер очень неудобный, здесь он гораздо удобней. Ну, по крайней мере, это чисто для меня. Ну да, он побогаче, DJI. Это чуть-чуть победнее в этом плане, но опять же таки цена решает. Если вы, я думаю, возьмете вот этот Score Pro, вы тоже будете приятно удивлены качеством. В общем, стабилизатор хороший, батарейку держит нормально, иногда бывает тряска, управление отлично, к кнопкам привыкаешь быстро, главное, что ты их запоминаешь. Настройка вот этой вот ползунок, красная точечка, ты тоже понимаешь, что как. На верхней и на нижней оси находятся вот такие вот штучки, то есть это вот такой вот ползунок. И здесь вот дырочка. Допустим, вы установили камеру в нужное вам положение, все отрегулировали, потом вы вот эту штуку, в общем, должны засунуть так, чтобы вот в этой дырочке появилась красненькая точечка. В общем, и в следующий раз, когда вы будете устанавливать, вы уже будете, видите, грубо говоря, вы открутили, я не знаю, хоп, после того, как вы его вытащили из рюкзака, нашли эту красненькую точечку и зафиксировали. На каждой оси идут вот такие вот рычажки. То есть, да, видите, освобождено и закрывается. Все. Тут у нас тоже простой зажим. Открывается вот таким вот образом. То есть вниз начинает ездить. Только почему-то он ездит не до самого конца, мешает вот эта штука. То есть вот сюда он выезжает до конца, а здесь он упирается вот этой вот крутилкой. Не знаю почему, но я так понимаю, что большинство камер просто уже упирается сюда. У меня ни одна из камер, даже маленькая Sony A7S, не дошла вот до этой штуки, поэтому здесь все удобно, меня лично все устраивает. Складывается он вот в такую штуку. Не знаю, насколько это компактнее, чем вот это вот. Давайте я вам сейчас покажу специальные его размеры, то есть на картинке, потому что вот так вот понять, какого он размера, очень сложно. Вы сейчас видите перед собой на экране. В общем, наверное, я показал все, что можно узнать о данном стабе. Не знаю, мне он понравился. Так что, друзья, я могу абсолютно спокойно сказать, что Фея делает хорошие стабы. Я еще ни разу не получал от них стабилизатор, который мне вот совсем не понравился. Был какой-то простой для телефона, но он там стоил что-то 1002-3. Ну, то есть за свою цену он работал нормально. Камерой он тянет. Что касается управления именно вашей камерой, смотрите в списке, как что подключать. Не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик. Это реально очень поможет. Если ты досмотрел это видео до конца, огромное тебе спасибо. Обязательно напиши какой-нибудь комментарий. Это реально помогает продвижению канала. Просто сейчас реально сложно с этим. Я с радостью отвечу на все вопросы, если ты не задашь их спустя там 6 месяцев, когда у меня будет еще 4 стабилизатора. Я уже ни хрена не вспомню об этом. Поэтому, если ты мне задашь сейчас, я все проверю, что тебя интересует, протестирую, попробую. Так что, друзья, огромное спасибо, что смотрели данный обзор. Надеюсь, он был для вас полезен. С вами был я, Макс, канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока!